Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Мои хорошие, на моем канале вы всегда найдете добрые, искренние слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Какие ловушки расставлены на твоем пути? Путь к успеху никогда не бывает прямой линией. Но иногда на этой дороге появляются ямы, которые выкопаны специально для вас. Вы можете быть полны надежд и планов, но пространство сейчас буквально кричит об осторожности. Прямо перед вами расставлены ловушки, которые выглядят как золотые возможности, но внутри них пустота и потеря времени. Кто или что пытается сбить вас с истинного направления? Какое ваше решение может стать роковой ошибкой в ближайшие дни? И почему именно сейчас вам стоит доверять своей интуиции больше, чем логическим доводам окружающих? Давайте найдем эти капканы, дабы вы не попали в них. Делаю сейчас вашу сигнификацию. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Сразу мне показано, ух ты мой, какое-то такое состояние подвешенное. Знаете, это карта якорь, утопленник, она созвучна классике карте повешенный, да? То есть, не самое веселое настроение. Так, какое-то, у кого-то упадок сил, у кого-то, не буду говорить тут депрессивное, скажем так, попытки выйти из этого состояния. Хотелось бы лучше, да? Хотелось бы, конечно... Да что ж такое? Какая вы? Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Да. Показано мне проблемы вот сейчас какие-то, которые на вас, у кого-то прям обрушились или сопровождают вас уже какое-то время. Дьявол рядом, третьи лица. Не хочу сюда тут любовные треугольники какие-то, не буду сюда это приплетать, хотя у кого-то тут мне показано, женщина пострадала от своей влюбленности, страсть тут и разбитое сердце это принесло все, и женщина прям кричала от боли. То есть невозможно где-то с каким-то мужчиной было выстроить отношения, так как то ли она не свободна, то ли он не свободен, тут влияние третьих лиц. Но у кого-то мне показано вот сейчас ваше состояние, это связано не сколько с вами, а сколько может быть тут дьявол, какие-то проблемы, может быть с вашими близкими, родными, может быть окружение добавляет вам дьявол. То есть кто-то токсичный, и даже этот кто-то может у кого-то даже быть в тени. Это о том, что не все так в открытую в отношении вас, может быть, вы считываете. Отчасти как будто вас даже загнали в какую-то тупиковую ситуацию, где вы хотите, не хотите, вам приходится сейчас выбираться из нее. То есть объективно, вот вроде бы даже проблема, я не могу сказать, что это у вас она. Тут вам добавляют проблемы эти третьи лица. У кого-то близкие, родные, у кого-то это рабочие взаимоотношения. Показано ваше разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. У кого-то прямо карта звезда, это пока вы, я это считаю так, пока вы не можете прийти к своей мечте, достичь этой мечты, реализовать ее, хотя она у вас есть. Ваша сигнификация, девочки, сама по себе какая вы. Способная, умная по звезде, в первую очередь это интеллект, талантливая, привлекательная, умеете подчеркнуть свои достоинства, выделяетесь из толпы, инаковость тут какая-то считывается. Многие имеют видение себя, скажем так, у меня есть предназначение, цель, я не хочу просто вот прожигать жизнь, я хочу оставить какой-то след, не наследить, да, в своей жизни, а хочу оставить после себя какой-то прекрасный след, добро нести, свет. Вот тут такое мне идет. Но что-то тут очень много карт, говорящих о том, что сейчас какое-то такое состояние нересурсное, давайте так. И вы понимаете, я не хочу в этом находиться долго, я хочу из этого выйти.
в любовной сфере разочарование, такое как послевкусие. Это боль уже, скорее всего, у кого-то от предательства, у кого-то от разбитых мечт, ожиданий. Это уже прошло, вот этот пик. Сейчас как будто бы вы можете собирать себя по кусочкам. Многие уже говорят, я восстановилась, я иду дальше, я живу дальше. Но от этого, вот это послевкусие, оно как будто бы еще не рассосалось. Скорее всего, лишний раз не будете к себе там прям подпускать людей. Уже есть какой-то такой элемент недоверия. Лучше я перепроверю, с чем ко мне человек, как он настроен в отношении меня. Не могу понять, дьявол, о чем это. Ух ты, вот такие карты какие-то, не очень-то мне нравятся. Давайте так, у кого-то прямо затянулась вот эта вот череда какая-то, ну, карта, не знаю, унижение, безденежье, сущность. Ну, я могу, конечно, это все считать, это, давайте так, не буду напрямую считывать это как будто бы нехватка денег, да, материальная проблема. У кого-то и так может быть, конечно. И опять-таки по Луне это длительное уже время, и вы можете прикладывать усилия для того, чтобы, в общем, может быть, опять-таки вырваться из этого капкана безденежья. Но это скорее отсутствие ресурса, может быть, энергетически вы уже, как не буду говорить, иссякли, но вам нужно восполнить энергию. У кого-то элементарно здоровьем заняться, у кого-то режим сна, отдыха. Заняться собой, девочки, восполнить эту потерю энергии. Вот тут вот. У кого-то прям такие мысли, карта удачи. Это когда же это тут карта рыба, счастье, удача. Когда это же на моей улице это все случится? Сколько же можно? Сколько я буду пребывать в этом? И многие говорят, я даже знаю, как этим воспользоваться. Вот только бы эта госпожа удача ко мне повернулась. Тут уже женщина знает, чего она хочет. Она и на многое особо не претендует. Тут нет розовых очочков, нет иллюзий. Тут все очень реально, четко понимает женщина. Говорит, мне бы немного удачи. Так. Такая сигнификация, да? Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какие ловушки расставлены на твоем пути? Смотрим. Общая обстановка на твоем пути. Насколько этот путь сейчас опасен? Кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Явки, пароли, фамилию, имя, отчество. Сейчас все узнаем, адрес. Так, какое событие может оказаться тем самым сыром в мышеловке, да? Приманочкой для вас. Следующее. Чего ты категорически не хочешь замечать прямо сейчас? Вот не хотите вы это замечать. И последнее. Что нужно сделать, чтобы выйти из ситуации, из этой победителем? Так. Общая обстановочка на пути на вашем. Насколько сейчас опасен путь. Кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит палки в колеса? Какое событие может оказаться сыром в мышеловке? Чего ты категорически не хочешь замечать прямо сейчас? И как выйти из ситуации победителем? Что нужно делать? Смотрим. Начинаем с первого. Общая обстановочка у вас, да? Насколько сейчас опасен ваш путь? Ну, вы балансируете, вы умнички. Хотя
На самом деле, видите, карта следующая же говорит о том, что неустойчивое положение. В любой момент ваше окружение какое-то, окружение токсичненькое, аккуратно. Эти вороны в любой момент взлетят, вспорхнут, а вы шандарахнутесь, шандарахнуться, да, с этой жердочки. То есть, и они между собой, вот эти вороны, они договорятся, где-то приземлятся, и все у них будет хорошо. А вы можете пострадать объективно. Тут окружение. Ух ты, токсичненько. Подарок, узел и рука помощи. Ну, насколько опасен сейчас будет? Ну, проблема есть. Есть вот это вот какое-то окружение, которое токсично на самом деле настроено. В любой момент может подножку поставить. При этом карта подарочек и узел и рука помощи, это говорит, скорее всего, что даже их какие-то предложения, они могут носить такой двойственный характер. Вроде бы объективная помощь, с другой стороны, вы потом можете долгие годы это все расхлебывать, эту помощь, да, чревато для вас. Слишком дорогая это будет помощь для вас. То есть они сами могут же вам эти капканы устроить и все так, как это, сварганить, обтяпать, не знаю, какие еще же организмы выбрать. Но, в общем, смысл такой, все это так подстроить, дабы вы сами в эту ловушку, в этот капкан и попали, сами воспользовались возможностью вот, принять их помощь. Может, могут даже этим вас привязать к себе, сделать вас, ну, не знаю, как-то должником. Вы можете чувствовать себя обязаны этому человеку, хотя на ровном месте. Карта узел, у кого-то это кармический узел, у кого-то это прям ситуация, как завязывается. Люди вас привязывают к себе. И тут рука помощи, ну, вот этой помощью так называемой, да, вот она такая специфическая эта помощь. Хоть если со стороны посмотреть, вы вполне возможно вообще без этой всей ситуации могли бы обойтись, без этих людей, без этой помощи. Изначально просто не надо вас сталкивать в эти капканы, в эти ямы. Ну, то есть тут такая какая-то стрёмненькая обстановка на самом деле. Хотя вам кажется, карта баланс первая, мне так сразу считалось, замечательно. Вы держите баланс, вы удерживаетесь. Если можно сказать, тогда ситуацию держите под контролем, а дальше показано, это ваша иллюзия на самом деле. Не, ну вы умнички, конечно, вы стараетесь. Вот как-то так, девочки. Много скрытого, много того, что от вас скрыто, да, вы не догадываетесь. Или догадываетесь, но не в полной мере отдаете отчет. Ситуация не совсем для вас ясна. Так, следующее. Кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Ух ты, вампиры какие-то. Понятно, дьявол, вампир, ненависть, ё-моё, тут прям такие... Ну, смотрите, ненависть, дальше такая вот зона комфорта с кольями внизу. И подвешена эта золотая рыбка. То есть, опять-таки, какая-то приманка, я вам хочу сказать. Человек, который может вам рассказывать, мы ж тебе как лучше хотим, вот мы тебе вот и эти условия, и те. При этом эта зона комфорта такая, вам говорят, беги оттуда подальше. От этих людей, от этого окружения, от этих перспектив. И карта судьба, вам говорят, твоя судьба, ты сама должна ее вершить. Она как будто вообще в другой стороне. Ну, что ты тут забыла? Мне прям так идет. Кто из вашего окружения неосознанно специально ставит тебе палки в колеса? Да, для начала давайте поймем, мужчина, женщина, кто это? Кто эти прекрасные люди? Но тут дьявол, ненависть, зона комфорта. У кого-то прям, ну да, сейчас. Это очень похоже, когда женщины смотрят со стороны, им кажется, о, у вас там, может быть, там, не знаю, материальное положение лучше, чем у них. Есть мужчина, который заботится, вкладывается материально, там, уж не знаю. В принципе, вы окружены заботой. Тут прям ненависть вот такая-то. Им кажется, они сами на 3 работах там впахивают, еще от них все что-то хотят. Ну, это смотрим. Окружение осознанно, неосознанно, палки в колеса. Женщина, мужчина. Это женщина, мужчина. Это женщина, мужчина. Это женщина, мужчина.
Бог ты мой, еще раз дьявол вышел с другой колоды. Отшельник это. Повешенный, бог ты. Не показывает эта женщина. Сколько карт вышло, как камуфлируется женщина. Смотрите, такая картинка, тут женщина, королева Пентаклей, материально ориентированная. У кого-то эта женщина замужем, но не факт, была замужем 100%. Женщина, которая любит деньги, зарабатывает деньги, у кого-то тут прям копит на что-то, пытается накопить. Довольно-таки прижимисто, скряга, да. Знаете, тут столько характеристик на нее вышло, она так закамуфлировалась. У этой женщины очень много обязательств, она, может, несет ответственность за что-то, за кого-то, ее это уже подзаколебало, она тут связана по рукам и ногам. Длительное время чего-то ждет, многие ждут материально, пока... Ой, то есть, ли пока она что-то накопит, извините, да, пока, может быть, тут карта семья, вполне возможно, эти деньги она зарабатывает, но вкладывает в свою семью, там, дети, я уже не знаю, может быть, очень много детей, внуки у кого-то, это все туда, как в прорву какую-то, как в пропасть. А опять-таки, тут жадина, пытается вот это, я не удивлюсь, если у нее достаточно много этих финансов, но она как вот сидит на этом мешке золотом, ей все мало-мало. Я не могу сказать, она тут не лентяйка, нет, она тут не показана с утра до вечера, какой-то монотонный труд, помимо того, что, может быть, там работает, повторюсь, на 2, на 3 работах, еще она и дома пашет. Тут девочки вот такая, какая-то судьба такая, вот мне показана. Вот, женщина сама это выбрала. При этом отшельник, она вроде бы как бы и со всеми, но сама по себе одиночка. Мало кому доверяет, понятно, дьявол 2 раза, это может на любые махинации, провокации соглашаться, заговоры, на сделку с совестью, материалка важнее. Хотелось бы побед каких-то, но по повешенному состояние не особо ресурсное, уже давно, истощение какое-то. Так, у меня тут мах, сама по себе сильная. Вот в таком даже режиме ты долго продержишься, так фиг ты долго продержишься. А у нее как будто бы это вот тут вся жизнь такая, в таком каком-то режиме. Она живет, выживает и приспосабливается. И, вот такая вот женщина у меня вышла. Так, как-то так, да. Так, вот эта женщина, я бы сказала, тут осознанно ставит даже, осознанно, неосознанно ставит эти какие-то вам тут преграды, капканы. Как-то тот вампирчик подпитывается от вас, где-то ваши неудачи ее заряжают, где-то она сравнивает свою жизнь с вашей, у нее тут ненависть, тут у кого-то даже не тихая, но она ее камуфлирует прекрасно. Ей кажется, ваша судьба лучше, может она там думает о том, что вы меньше там вкалываете, вы меньше прикладываете усилий, но у вас результат лучше, больше, вам шансы как будто бы даются. Ей кажется, может быть, что у вас там с неба все падает, а ей приходится это зубами выгрызать. Вот, и она как будто в ожидании вот сейчас, с одной стороны, ей кажется, у нее что-то улучшится, с другой стороны, ей хотелось бы тут по дьяволу ненависти, дабы у вас эта зона комфорта полетела к чертям, дабы у вас это тут разрушилось ваше какое-то хорошее состояние, скажем так. Что-то она считает, что как-то несправедливо к ней судьба и в отношении вас тоже. Вы не заслуживаете вот этих плюшек, которые, ей кажется, к вам на вашу голову летят. Плюшечки какие-то, ватрушечки, бриллианты, да. Так, чего ты категорически не хочешь замечать прямо? Нет, давайте не так. Нет, не так. Это какое событие может оказаться сыром в мышеловке? Да, извините. Этот вопрос, какое событие может оказаться сыром в мышеловке для вас? Ой, тут что-то трата денег, вас могут провоцировать на какую-то трату. Трата денег, трата ресурсов, страхи. Ага. Препятствия, вера, сокровища. О чем это? Так, событие может оказаться сыром в мышеловке.
Действие сокровища. Ну, вас могут, ну, тут или спровоцировать, у кого-то сыграть на ваших страхах. Страх потери может быть или финансовой, потеря стабильности финансовой, да, у кого-то страх возможность потерять, там, заработать. Смысл вот этого, что я вам сейчас скажу. Смотрите, вам могут предложить, вот этот цирк тот самый, вам могут предложить какой-то то ли заработок, тут скорее подработка какая-то. Или даже вам могут предложить на вашем прежнем месте работы также продолжать работать, допустим, да, и не пытаться ничего изменить. Дабы не потерять ту самую то ли зону комфорта, то ли даже страх слишком не нужно, как будто бы могут вас взывать к тому, что не нужно тут провоцировать, не нужно конфликты провоцировать, не нужно накалять ситуацию. Соглашайся с тем, как есть. Типа не высовывайся. Трудности воспринимай как должное. Карта вера в то, что верь в то, что слепо верь, как ребенок наивный, да, в то, что рано или поздно твои там, не знаю уже, какие-то достижения, твои попытки там приумножить, в общем, принесут результат. Тут как будто бы вас цирк мышеловки призывают, вот, может быть, еще потерпеть, еще согласиться на какие-то условия. Ну, вот тут вот такое, как манипуляция какая-то, чуть ли не как вами, как каким-то ребенком, как слепым котенком будут пытаться, ну, опять это манипулировать, управлять. Сыр в мышеловке. Опять, вот эта вот карта сокровища и тут карта вера, это могут рассказывать, что, допустим, если сейчас там у вас какие-то проблемы, трудности, вместо того, чтобы там радикально вам поменять у кого-то место работы, место жительства, окружение какое-то, да, нет, вас будут уговаривать, убеждать, где-то, может быть, давить на эти болезненные какие-то ваши точки, на ваши страхи, манипулировать вашими страхами. И говорить о том, что ну не будь наивной, там, дурочкой, не будь девочкой вот такой наивной, ну, цени то, что есть. И вот посмотри, вот сейчас, вот там, через время, вот всё, ты получишь то, о чем ты мечтаешь. Вот как-то так. И цель этого всего, дабы вы остались в этом каком-то болоте. Для чего-то вы, ну, вот этой женщине это выгодно, удобно. Может быть, то, что вы там подвисаете, то, что вы там не делаете каких-то резких шагов, не пытаетесь изменить свою жизнь, не пытаетесь, опять-таки, ну, улучшить, да, качество своей жизни. Вот так вот мне идет. Может быть, у вас как с ней, как, не знаю, какое-то взаимодействие, она даже материально зависима отчасти, да, от вас, от того, что вы присутствуете в каком-то вот формате, вы там рядом с ней. Вот такое что-то. Ну, то есть, какие-то тут убеждения этой женщины, может быть, каких-то еще людей по поводу того, что еще надо потерпеть, еще тут нужно на что-то согласиться, на что-то закрыть глаза. Вам говорят, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Люди играют на ваших страхах, страх потерять то, что есть. И они прекрасно осознают, как будто бы ваши вот эти болезненные точки, уязвимость вашу. Так, чего категорически ты не хочешь замечать прямо сейчас? Интересно. Ничего не хочешь замечать того, что на самом деле это вообще не твой путь, не твоя дорога. Белая ворона. Тебе нужно менять свою жизнь. Карта всадник. Ну, опять-таки, во что-то новое идти. И не в новое в каком-то общепринятом контексте,
а твое именно. Вот искать свое. Свое не обязательно тут прям дело, но в идеале раскрывать свой потенциал. Ваши какие-то у вас там потребности, желания есть, вот делать акцент на этом. Чего не замечаете, неравенство, тут и тут диссонанс. Это как будто бы вы сами себя в эту клетку погружаете. У кого-то это клетка из собственных страхов. Тут как замкнутый круг. Ваши ожидания одни, запросы, мечты одни, а реальность абсолютно другая. Диссонанс. Тут у многих вот эта клетка из ограничений. И неравенство. Даже с теми людьми, с тем окружением какое-то. Вот вы разные абсолютно. У них могут быть одни потребности, там, ценности разные. Но тут вот это вот. Тут больше об этом. Вы как будто находитесь в каком-то прям, окружении людей, вы из разных миров. И, соответственно, как-то наивно надеяться, что они там в полной мере вас поддержат или одобрят ваш выбор. Соответственно, у них одно видение этой ситуации, у вас совершенно другое. Вам даже тут намекают, призывают вас по карте всадник проявиться и в сторону какую белой вороны, в сторону своих талантов, себя истинной, открыть свой потенциал, это все сюда. А тут как будто вы подвисаете сейчас в какой-то ситуации. Может быть, как дозреваете, да? Так, следующее смотрим. Что нужно сделать, чтобы выйти из ситуации победителем? Так. Страсть, завязанная за оппозиция, перерождение, бедность. Как-то тут мне не очень хотелось бы это озвучить, но у кого-то, давайте, как я это вижу, прямо так и скажу. Ситуация еще не дошла до как это сказать, до точки невозврата, до пиковой, да. У кого-то перерождение, тот самый рывок случится, когда вы, уже скажете, меня так уже все достало, все, вот теперь действительно я там меняю род деятельности, там что-то новое, иду во что-то новое. У кого-то карта бедности, я не хочу сказать, что вы тут упадете на дно и только тогда оттолкнетесь, да, и начнете что-то менять в своей жизни. Девочки, у кого-то прям, я вам хочу сказать, до поры до времени вы еще будете терпеть и это окружение, и эти какие-то проявления. Может даже закрывать глаза на какую-то не очень, скажем так, не очень милую обстановку, на токсичные, опять-таки, какие-то выпады, на попытки, тут карта кукла, вами манипулировать и вас в эти опять клетки, в ограничения, как будто бы закрывать. Вам говорят, вам это еще нужно пройти, вы еще не дошли до этой точки кипения. Вам кажется, что да, нужно менять 100%, вы знаете, да, не поддаваться, но это как больше слова, да, вам говорят, еще какое-то время пройдет, а потом наступит этот момент, точка невозврата, карта перерождения, как цыпленочек, да, из этого яйца, да, рождается. И вас к этому подтолкнет уже невозможность пребывать в этих каких-то состояниях, в этом окружении, то есть это так объективно. А как вам нужно себя вести, чтобы выйти из этой ситуации победителем? Вам предлагают быть менее эмоционально, я так это прочту, тут темперамент, страсть, это больше сюда. Более сдержанной быть, да, наверное, в первую очередь стараться проанализировать ситуацию, задаться вопросом, кому это нужно, мне это нужно, там, допустим, вам предлагают что-то, да, или провоцируют вас на что-либо, задаться целью, кто от этого выиграет, задаться вопросом, кто выиграет в данной ситуации, мне это нужно вообще, или меня пытаются там использовать, там, вслепую. Опять-таки, карта оппозиция, тут говорят, вам нужно отстаивать свои рамки, границы, потому как многие заинтересованы в том, чтобы вас опять-таки как вслепую, в темную использовать.
Ну и тут опять-таки оппозиция, это вы отстаиваете себя, дабы не стать вот такой марионеточкой, да? Вот как-то так, девочки. Говорят, у вас еще будет какой-то период, да, такой, а потом все изменится. Тут, тут все равно вы в какой-то более-менее, как будто вам кажется, зоне комфорта находитесь, пока еще не настала эта точка невозврата. Хочется вам уже кого-то тут куда-то послать, какие-то эротические дали, но ну хотите послать, это разные вещи. Да. Ой. Так, в любом случае, давайте еще доложу пару карт. Если вы сейчас, ну не сейчас вы не совсем, я и вижу, и готовы. В будущем, да, вы тут перерождение, тут как будто бы сподвигнет вас. Что вас может сподвигнуть, изменить вот свою жизнь, приблизиться там к своей максимальной реализации, раскрытию собственного потенциала. Ну, у кого-то тут карта бедность, нужда, у кого-то ощущение того, что ну, сколько же уже можно время терять, ресурсы. Ну, что вас подвигнет? Смотрите, друзья. Святая вода. Интересно, а у кого-то прям такая ситуация, да, вы можете узнать случайно даже о том, что ваши друзья или люди, которых вы считали друзьями, о вас как-то так, не то что там нелицеприятно отзываются, а тут сплетни от друзей, карта Святая Вода, о том, что, может быть, вы не то что там не оправдали чьих-то надежд и ожиданий, это бред, конечно, на такое реагировать, но тут скорее можете узнать о том, что ваши друзья о вас говорят, что вы там, допустим, ну, свое там время, свои ресурсы тратите не на тех, не на то что-то, как профукиваете. То есть вы можете выйти из ситуации победителем. У вас может произойти вот этот вот переход на новый уровень, квантовый скачок, скажем так. У кого-то после неприятных каких-то сообщений, сплетен, извините уж, от людей, от которых вы этого точно не ждете, которых вы считаете своими друзьями, карта собака тут, да, это может касаться ваших каких-то способностей, возможностей, которые вы, допустим, не реализовываете или как-то так разбазариваете, да, свои возможности. У кого-то это будет даже элемент, ну, такой неприятный, как жалость, да, какая-то вот, вы там могли бы чего-то достичь, но по мнению этих вот друзей вы не воспользовались этими возможностями, не раскрыли тут свои способности, шансы какие-то не взяли. У кого-то это будет касаться вашей, там, уж не знаю, работы, у кого-то это личной жизни. Вот как будто бы вот тут отчасти тут может совпасть, и это может даже вас к этому сподвигнуть. Сподвигнуть что-то действительно поменять в этой жизни. Такой сегодня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.